Это задание у нас для того, что вы должны научиться натягивать правильно кожу. Очень важно натяжение кожи на бровях во время рисования волосков. Поэтому мы натягиваем ее минимум в две стороны, в идеале в три. То есть я вот этими пальцами всеми натягиваю и мизинцем в противоположную сторону. Вот это место, на котором сейчас я буду рисовать рисунок, оно натянуто как барабан. И вертикально держа гелевую ручку, вы начинаете отрабатывать схему. Точно так же, как будто вы делаете процедуру. Если брови прям слишком сильно волосатые, то можно переместиться чуть выше на лоб и вот в этом месте отработать, нарисовать, по сути, новую пару бровей сверху своих. Прям по схеме все абсолютно, чтобы были волоски нарисованы, чтобы вы точно так же считали слева и справа. Можно черной ручкой, чтобы это было. И вот таким образом вы проходите полностью все, прорисовываете, поворачиваете голову. Вот в этой части, в головке, вы держите, получается, натягивая в три стороны. Когда вы чуть-чуть смещаетесь, вы натягиваете уже также в три стороны, но ваши пальцы должны переместиться. Ручка стоит перпендикулярно, и вы натягиваете только вот такой пятачок, на котором работаете. То есть вот так вот брать и вот так вот натягивать всю бровь, это бессмысленно, вы не сможете ее натянуть нормально. Еще второе очень важное замечание. Вот пальцами вы вытягиваете бровь на ровное место. Вот здесь идет лоб, вот здесь идет глазница, камень, хотела сказать, косточка. На ней работать нельзя, вы должны вытянуть на ровное место и оттянуть от себя. Палец, вот этот мизинец, он стоит не на глазу ни в коем случае, не на щеке, а вот на этой косточке, не трогает эскиз. Поэтому, если это работа машинкой и на брови, то вы вот рисуете, вам очень удобно. Если это работа вот здесь на чистой коже, чтобы отработать схему, то вы рисуете, и вам тоже удобно. Рисуете пока удобно. То есть, если вы чувствуете, что рука пошла и неудобно пальцем, там уже мешают остальные пальцы, то вы останавливаетесь в этом месте волосок рисовать и передвигаетесь дальше. И получается вот таким образом прорисовываете. Я сейчас не стараюсь, я чиркаю просто. Это не рисунок. Вы должны нарисовать рисунок такой же, как рисовали до этого на латексе. И то же самое на хвостике. Сначала вот этими пальцами вы вытягиваете на ровное место, потом мизинцем в противоположную сторону, чтобы вот этот пятачок был натянут. И очень осторожно рисуете на хвостике, потому что на виске обычно кожа самая тонкая и заглубляются все на ней. Потом вы переходите на соседнюю бровь и делаете все то же самое, только получается немножко по-другому ставите пальцы. Мизинцем вы вытягиваете на лоб, и вот этим пальцем и вторым указательным и большим вы растягиваете в три стороны. Точно так же пятачок, на котором работаете. Если здесь сделали рисунок, отодвигаетесь еще чуть-чуть и начинаете рисовать чуть дальше. Короче, всегда должна быть ручка вертикально, вам должно быть удобно. Рисуете вот этими тремя пальцами, мизинцем вытягиваете на ровную поверхность и указательным и большим растягиваете еще в две стороны. Когда вы работаете, ваши руки должны иметь две точки опоры. Это очень важно, потому что если вы работаете и у вас локоть на весу, то рука висит, и вы можете таким образом сделать неверное движение, неверное в глубину и в какую-то сторону другую. Поэтому фиксация в двух местах. Рука лежит полностью на лбу, и локоть стоит на кушетке. Мы работаем из-за головы и ведем всегда только на себя. Вот эти все штрихи, ваши все волоски, эти тонюсенькие, вы их ведете медленно очень, ведя, считаете в голове, каждый волосок вы должны вести, считая где-то до 8. То есть, причем вот так вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть, вот такой длины волосок вы должны считать до 8. Это очень важно, потому что если вы вот так вот проведете, останется серия точек. Это по сути элемент растушевки, и ничего не сработает. У вас не получится нарисовать качественный волосок. Конечно, мы сейчас не говорим о глубине, это мы будем на месте все проходить, а постановку рук, схему и натяжение вы должны до автоматизма отработать дома на своих моделях, чтобы мы не тратили на это время уже когда будем по-настоящему рисовать. Итак, если у вас бровь очень волосатая, то вы отступаете и прямо над ней рисуете, повторяя ее форму, потому что вам очень важно научиться рисовать рисунок, саму схему, прямо на коже головы, так как она не ровный латекс. Прям вот рисуете медленно-медленно волоски по схеме, как мы проходили
Они должны быть воздушные, ручка должна вертикально находиться. И каждую схему вместе со вспомогательными волосками вы должны прорисовать, сфотографировать и прислать нам. И также снять видео, как вы держите именно постановку рук на бровях. Некоторые ручки плохо рисуют, и она должна быть гелевая, которая легко стирается, потому что есть ручки, которые прям въедаются в кожу. Найдите сначала ручки такие, которые стираются. И прям вот таким образом голову можно поворачивать, даже не можно, а нужно обязательно поворачивать. Вот этими пальцами, мизинцем и безымянным, вы вот так двумя оттягиваете кожу на лоб, указательным пальцем на себя, получается, вот так в две стороны вы натягиваете кожу и прорисовываете волоски. Волоски должны быть натянуты не в длину, потому что он таким образом вытянется в длину, и вам ничем не поможет это, а в ширину, потому что когда вы нарисуете вот штрих вот этот в ширину, отпустите, кожа вот так сожмется, и он станет более тонким и как бы концентрированным, таким более ярким. Все, когда вы доходите до вот этой точки высшей брови, от нее вы начинаете рисовать волоски вот так вниз, если это не схема европейская, где они все вверх идут. Натягиваете кожу, то же самое, мизинцем вытягиваете на лоб, на ровное место, от себя указательным пальцем и таким образом, смотрите мои пальцы, получается, работаю я только вот этими тремя пальцами, почти как в растушевке. Все остальные никак не работают, они только натягивают кожу. И вот этими пальцами я могу совершить вообще любое движение, какое мне нужно. Это очень удобно, если вы научились во время растушевки ими владеть во все стороны. Ну, все эти упражнения были специально для этого штрихи. Ну и вот таким образом вы прорисовываете вертикально. Голову поворачиваете. Если у вас голова вот так лежит, и вы будете вот так пытаться здесь нарисовать, вам плохо видно, неудобно, и ничего хорошего не получится. Поэтому обязательно голову поворачивайте во все стороны. По бровям все. Когда мы делаем веки, межресничка и стрелка вы уже проходили 100 раз, и вы умеете делать, веки тени, вот смотрите, какой сложный рельеф, выпукло, впукло, выпукло. Вот здесь тоже есть валик по краю ресничного края, такой вот маленький валик. Нам надо это место сделать ровным, чтобы мы могли штриховать, как по бумаге. То есть мы что делаем? Рука лежит на лбу. То есть это постановка рук у нас. Рука лежит на лбу. Все пальцы лежат. Они не вот так стоят, они все лежат. И вот этот палец, как он называется? Средний. Средний палец, он лежит и фиксирует. Круговая мышца глаза идет. У нас все на рефлексах, и надо зафиксировать ее всю. Потому что если вот так поставить, она сможет открыть глаз. И вот это локальное давление на глазное яблоко, оно очень неудобно. Когда палец лежит вот таким образом, я как бы, получается, вот этой частью натягиваю бровь наверх и кладу палец. И он, во-первых, фиксирует весь глаз, она не сможет открыть. Попробуй открыть. Я даже одним пальцем вот этим сейчас ей зафиксировала так, что она не сможет открыть. А второе мое движение, это то, что... А что я делаю второе движение? Я натянула кожу, мешающую мне наверх, и подушечкой пальца зафиксировала глаз и выровняла вот эту часть. И вот этим пальцем большим я натягиваю на себя, и получается вот этот вот кусочек, на котором я буду штриховать, он практически как ровная бумага. Естественно, я не буду делать вот такой штрих, потому что здесь мне не нужно рисовать. И вот здесь вот в этой вот части я уже сейчас буду работать. То есть если мне надо, также точно я держу максимально вертикально, потому что паутинка самая тонкая получается, когда работаешь кончиком иглы. Я, получается, машу в воздухе, потом я опускаюсь слегка до кожи, дотрагиваюсь, и потом, когда чувствую пальцами, что я в коже, я начинаю рисовать. Плюс я вижу рисунок. Кожа должна быть чистая, на которой мы рисуем. То есть здесь у нас очерчено, но это мы покажем на месте. Форма зафиксирована белым карандашом водостойким, а работаю я по сухой коже. И получается, я начинаю штриховать. Первое, что я делаю, это я фиксирую стрелочку. То есть я ее фиксирую, проверяю несколько раз. Но это задание у нас, в общем-то, не для того, чтобы вы заштриховали глаз, а для того, чтобы вы научились ставить руку во время штриховки. То есть вы должны вот таким образом тоже на ком-то попробовать натянуть, попросить, чтобы человек открыл глаза и попробовать штриховать. То есть опять все движения те же самые, что мы проходили на штрихе. Вот такие они легкие. И еле касаясь, вы должны попробовать штриховать в разные стороны и создавать форму вам нужную на веки. Потом это, конечно, стирать. Ну, в реале машинкой тут будет гораздо больше движений.
Потом мы передвигаемся. То есть вот если я натянула кожу, вот на этом пятачке только я и работаю. Совершенно бессмысленно натягивать кожу вот отсюда вот до сюда, потому что здесь создаются всякие такие волны невозможные, и равномерной растушевки не будет. Мы натягиваем небольшие кусочки. Можно, кстати, и указательным пальцем, кому как удобно. Потом, когда я передвигаюсь дальше, я передвигаюсь. Вот здесь я уже зафиксировала эскиз, и я его не потеряю. Вот эту часть я тоже выпрямляю и штрихую, соответственно. Штрихи могут быть разные, они могут быть, если это теневая стрелочка не широкая, то они могут быть вот такие чиркающие на себя. Воздушная часть у меня получается вот во внешнем контуре, и мягкая такая равномерная воздушная растушевка у меня получается. Штрихи очень частые, но ручкой это не получится показать. Итак, натягиваем вот один кусок, где у нас хвост и стрелка, натягиваем середину глаза, то же самое. На себя тянем большим пальцем и от себя указательным. Когда мы подходим вот к этой части внутренней, мы большой палец ставим почти на 1/3 глаза и натягиваем на себя его. И вот этим пальцем мы подвыворачиваем, если нам надо прорисовать внутреннюю часть, либо двумя, вот так тоже удобно. Вся открывается наша межресничка, и стрелка, все прокрасить очень удобно. Вот. Либо, здесь тени редко рисуют, но тоже тогда надо будет натянуть вот этот кусочек, чтобы он был ровный, зафиксированный, и глаз не могла открыть она. Попробуй открыть. Вот, глаз даже почти не шевелится. Итак, внешняя часть мы рисуем, натягиваем вот таким образом. Пальцы все лежат, и эти лежат, вся ладонь лежит. Таким образом мы еще и фиксируем голову, и клиент не сможет встать, если захочет, или поднять, или голову дернуть, потому что такие тоже бывают. Потом поворачиваем, прокрашиваем середину. Если слеза идет, то она уже стекает вот сюда, нам не мешает. Под большой палец можно положить ватный диск, если вдруг мокнет и скользит. Потом поворачиваем на себя, оттягиваем, и нам вот здесь очень удобно рисовать, штриховать то же самое. Либо вот так двумя пальцами, если это межресничка. Это получается глаз близкий к нам, сидим сбоку. Второй глаз тоже очень похож, рука лежит полностью на лбу. И вот эти 3 пальца у нас работают, натягивают кожу. Мы поворачиваем на себя, потому что слеза, если она будет течь и скапливаться вот здесь в уголочке глаза. Средним пальцем мы оттягиваем кожу от себя, большим натягиваем на себя, и у нас здесь получился также точно кусочек, на котором мы работаем. Штрихи у нас могут быть и от себя, и на себя, как удобно. Теоретически можно даже переехать и работать на той стороне. Мы делаем всяко разное. И так, и так. И точно такие же штрихи. Они могут быть вот такие на себя, мягкие, когда мягкое начало, мягкий конец, и межресничку мы потом прокрасим отдельно. Если это у нас вот эта часть и большие очень тени, допустим, вот такие бывают, когда просят, то тогда здесь натягивается, здесь вот так уже штрихуем. Самое главное, чтобы каждый кусок кожи, на котором мы работаем, был натянут как бумага, зафиксирован был глаз, чтобы он не мог открыться. Но вот эта зона, она вообще самая безболезненная и простая. На самом деле на ней проще всего делать растушевки всяческие. Мы должны рисовать с такой скоростью, чтобы оставалась серия точек. Я вам рекомендую просто сейчас научиться. Покажи сбоку, видно, что оно ровное, вот с этого боку. Вот эта вот поверхность, что она максимально ровная вот сейчас. Глазу нормально? Угу. То Открой. Не может она открыть. Я вот всем пальцем лежу на глазном яблоке. И в то же самое время я не давлю, а просто фиксирую. Давить на глазное яблоко не надо, будет слезотечение и некомфортно клиенту. То есть вот моя поверхность. Можно двигать, можно, если мне вот тут кусочек нужен, я выдвигаю на ровную часть. Бывают просто веки, которые вообще не двигаются. Итак, вот в 2 стороны натянуто. Еще часто полезно оттянуть мизинцем щеку. Если тут щека худая, а бывают такие щеки большие, что она трогает верхнее веко, и тут получается каша. Вы должны вот так оттянуть, чтобы у вас было все чисто. Щека трогает верхнее веко? Да. А ты что думаешь, знаешь, вот так схлопнуться не доберешься. Всякие бывают веки. То же самое, когда я прокрасила внешнюю часть и не боюсь потерять эскиз уже, я ставлю прямо на него палец и прокрашиваю среднюю часть. Натянуто всей площадью пальца от себя и большим пальцем на себя. Вот я прокрашиваю. Если мне надо межресничку, я вот таким образом 2 пальцами натягиваю и внутри прокрашиваю. Тоже всяко разно. Видно? Угу. И потом, когда я уже прокрашиваю у носа, отворачиваю от себя, можно чуть-чуть попросить пододвинуться. Слеза течет вот сюда, здесь может ватный диск быть в шапочке, и палец лежит на ватном диске, если слеза течет.
И я спокойно вот так вот выворачиваю и прокрашиваю вот в этой части, потому что мне все хорошо видно. Натянуто пальцем от себя также сильно и вывернуто вот этими двумя пальцами, чтобы было все видно. Если это тени, то тоже я выпрямляю каждый кусочек, чтобы он был максимально ровный при прокрасе. Все, по натяжению кожи все. Вы должны мне прислать натяжение губ. Как вы это делаете? Я не знаю, как делаете это сейчас вы, я показываю, как делаем вы, и пришлите мне такое же. То есть вот, если мы фиксируем эскиз, берете тоже гелевую ручку, рука стоит правая на подбородке, он как постамент, вот крючком делаете мизинец, ставите, очень удобно. Локоть лежит на плече, либо на груди, зависит от размера человека. И вот таким образом я ставлю палец, вот как он называется? Средний. Средний палец. И у меня немножко выворачивается губа, немножко просто. Я вижу контур хорошо, и я, ничего не натягивая, не искажая, такими мелкими штрихами прохожу по контуру. Линия должна быть максимально тонкая. То есть есть вариант, что линию можно делать вот так вот, всяко разно, а можно делать линию, находясь в одной линии все время, не выскакивая за нее. Таким образом вы, получается, в коже находитесь и все время находитесь в коже и оставляете за собой максимально тонкий след, потому что нам надо, чтобы вот эта вообще зона вся была бесконтурная, то есть граница между белым и красным, грубо говоря, и все. А когда живет отдельно контур, и он очень глубокий и яркий по сравнению с остальными губами, это не то, чего мы хотим добиться всегда. Итак, вот так ставите палец, выворачиваете, прокрашиваете. Я не трогаю, заметьте, ни одним из пальцев сами губы. Я не могу никаким образом исказить эскиз. Также точно максимально вертикально вы проходите, доходите до арки. Можно вот так придерживать. Вот так вы держите, у вас собирается такое, становится все более выпуклым как бы и хорошо видным. Но главное, чтобы все эти движения были симметричные по нажиму. Прорисовываете арку Купидона тщательно, также точно мелкими штрихами. Заметьте, это вы делаете сейчас ручкой, не машинкой. Вы просто учитесь ставить руки. Когда вот так натягивают, все искажается и невозможно. То есть рисунок должен быть не искаженный. Поэтому мы особо не меняем форму, когда фиксируем эскиз. Отворачиваю от себя губы, чтобы всегда моя ручка была вертикальна и в освещенном пространстве. Если она вот здесь, я начинаю вот здесь что-то рисовать, мне плохо видно, спина у меня согнута, это все неудобно очень. Вот, ставлю два пальца, то же самое. Моя задача немножко вывернуть, чтобы вот эта вот линия, которая пропадает в уголке рта, чтобы она появилась. И вот таким образом я максимально вертикально фиксирую вот эту внешнюю часть тоже. Пальцы стоят, мои вот два пальца стоят прямо там, где я провожу, чтобы я ими чувствовала, я ими как бы вижу, потому что я не пытаюсь вот так вот склониться и что-то там всматриваться, рисовать. Все, я провела линию, теперь я перехожу на нижнюю часть. Вот этими пальцами, вот мизинцем, который у меня стоял, я теперь беру, тоже немножко выворачиваю, и на серединку губы я ставлю палец, не трогая эскиз опять-таки. И вот таким образом, также вертикально, я прорисовываю нижний контур. Постепенно продвигаясь, моя работа всегда возле пальцев. Ни в коем случае не должен палец стоять вот здесь, а вы рисуете. Вы должны видеть пальцем, что это значит. Это значит, что вы глубину и сопротивление кожи ощущаете вот этим пальцем, который возле иглы находится. Постепенно я поворачиваю голову и прорисовываю везде. То есть ничего не натягиваю, легкими движениями, находясь все время в коже. Но в данном случае это ручка. Потом мы садимся с клиентом, смотрим, как оно у него легло все. Процарапываем губы, наносим анестезию и начинаем прокрашивать. По прокрасу очень похоже. Мы вставляем ватный диск. Можно вставим тебе ватный диск? Раз уж мы тебя юзаем. Вставляем ватный диск, просто сворачиваем его пополам и вставляем его сюда под губу. Она даже мне не сказала, можно или нет. Я уже вставила. Все, получается, он прямо между губой и десной. И натягиваем нижнюю губу тоже можете попробовать это на клиентах своих. И получается у нас такая белозубая улыбка, и губы абсолютно не искажены. То есть вот здесь вот такая она ровная полукруглая, здесь сверху идет тоже ровная. И все. Нам почти не надо натягивать таким образом. Я просто придерживаю, и вот мои пальцы. Большой лежит на губе на всей плоскости, а средний лежит на коже, прямо рядом с тем местом, где я буду штриховать. И такие же, точно как на бровях, прямые движения.
Вот так вот я прокрашу. Потом я передвигаюсь, чтобы постоянно ощущать, где я работаю, на какой глубине. И вот, по сути, все просто. Это та же самая бровь, только на губах. Дохожу до домика. Здесь можно натянуть, кому как удобно. Но если вы будете натягивать, у вас уже зафиксирован контур, и вы можете ставить куда угодно руки, лишь бы вам было удобно. То есть, в принципе, вот здесь в арке Купидона вы можете уже натянуть, но не вот так вот, потому что вы не будете чувствовать глубину, а вот здесь на небольшом расстоянии, и вот это место прокрасить тоже. Чем ближе ваши пальцы стоят, тем вы больше ощущаете, на какой глубине работаете, и сработаете максимально безошибочно. Все, вот это место, оно обычно самое такое плохо прокрашиваемое, поэтому здесь прям надо тщательно прокрасить. И уходим дальше вот уже в эту часть тоже, получается, вот таким образом. Я не сильно натягиваю, буквально, чтобы складочки распрямились. Когда я подхожу вот сюда, к этой части, к окончанию ротовой щели, ставлю палец, натягиваю на себя и вот это место прокрашиваю. Либо можно прям, просто эти губы очень плотные, их натягивать практически не надо. Бывают губы как гармошка, их тянешь, они бесконечные. Тогда, чтобы прокрасить вот этот кусочек, вот этим пальцем я от себя сильно вытягиваю, а этим на себя. И та же самая ровная бумажка у меня вот здесь получается. И я просто вот такими ровными движениями, очень просто это все прокрашиваю. И выше можно подниматься. То есть теоретически можно вот эту губу красить из дальнего угла и до середины, а эту наоборот, из ближнего угла и подниматься вверх, как удобно, можно как угодно. Нижняя губа, то же самое, вот. На себя я тяну большим пальцем, от себя указательным. Тоже ровная поверхность. На самом деле губа вот такая круглая, нам надо ее сделать ровной. Вот этот кусочек я натягиваю, создаю ровный листочек бумаги и штрихую вот таким образом. Вот таким образом. Вот здесь то же самое натягиваю и штрихую. Каждый кусочек я натягиваю так, чтобы он был максимально выпрямлен. Уголок губы снизу и сверху должен быть очень хорошо прокрашен. Вы потом попросите, когда достанете ватный диск, сказать «А» клиентку, и вот эта часть, она должна быть вся прокрашена. И получается, вот эту часть, близкую к себе, я на себя тяну мизинцем и также точно двумя пальцами растягиваю. И мне удобно и видно хорошо прокрашивать. Хотела сказать вот так вот. И все, я поднимаюсь вот близко к себе части, к серединке, постепенно выдвигаясь где-то там на не знаю, на пол сантиметра. И прокрашиваю все это плотно. Движение у меня всегда на себя. Туда-сюда я не делаю маятника, он сложно контролируемый. Когда я делаю на себя, это абсолютно такой идеально контролируемый штрих. Глубину я ощущаю вот этими пальцами двумя и мизинцем, который тоже очень рядом стоит. И кожа максимально выпрямлена всегда должна быть. Ну, вроде все, да, по губам?